Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа «Манасия». В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбаева-Разбакова написан пятитомный роман в прозе «Манас» на кыргызском языке. Зачем я перевел это произведение на русский язык, и оба этих варианта выставлен для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, может приобрести там указанные романы. Продолжая свою работу над эпосом, я сейчас работаю над второй частью данной трилогии «Семетеем». Мною закончен первый том данного романа, и сейчас идет работа над вторым томом. Вот все, что я хотел вкратце рассказать вам о своем произведении. Ну а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. «Я не согласен с вами, — сказал Конурбай. Мы должны вступить в бой с кыргызами. Не говори глупостей. Лучше веди меня в Бежин. Наверняка богатырь Манас скоро заявится туда. И тогда я увижу твою силу, — ответил Алоке. Услышав это, Конурбай растерянно умолк. Видимо, Манас сильный богатырь, — печально подумал он. Как бы он меня не уничтожил, если я нападу на него. Поэтому соглашусь с отцом, поеду в Бежин и буду готовиться встретить Манаса. Отец, я согласен вернуться в Китай, — произнес Конурбай, поневоле согласившись с доводами отца. На следующий день, рано утром, снова погрузив свой скарб на верблюдов, кочевье отправилась в дорогу. Опасаясь Манаса, китайцы, стремясь удалиться поскорее от этих мест, преодолели немало препятствий на пути. Они прошли Наманген, Араник, перевал Чанач, долину Чуя, перевал Курготу, реку Иле, горы Тарбагатая, Шарпылдак, Аягуз, Егискару, реку Эртыш, и, наконец, добрались до Китая. В результате Манас, победив хана Шорука, через 4,5 месяца, приехав в Андижан, не застал в городе ни одного китайца. — Что это? — поразился богатырь. — Куда подевались китайцы? — Сынок, — с улыбкой ответил Жакоб, — когда ты уехал, Алоке убежал в Китай. Но почему? Еще больше удивился Манас. Ведь мы не притесняли их. Ты прав, сынок. Кыргызы не притесняли китайцев. Но они поняли, что не могут больше хозяйничать на этих землях, как раньше, и предпочли вернуться обратно в родные края. «Я теперь все понял, — подумал Манас. Мы не притесняли китайцев. Им стало ясно, что они теперь не смогут властвовать над нами. Как бы китайцы ни старались жить с нами дружно, никто не забыл и не забудет, как они столько лет притесняли нас и издевались над нами. Видимо, испугавшись ответственности за это, китайцы предпочли сбежать к себе в Китай. Покачав головой, богатырь печально улыбнулся. «Ладно, — подумал он, — если Алоке забрал свой народ и пустился в бега, то поступил по своей воле. Мы их отсюда не гнали, поэтому наша совесть чиста перед Богом. Зато теперь кыргызы могут свободно ходить по своей земле, не опасаясь того,
что китайцы поднимут бунт и выступят против них. «Все, что не делается, к лучшему», – произнес богатырь. «Мы теперь можем безбоязнно жить на земле предков». После этого Манас разделил народ на две части и приказал беднякам строить город, а богатым отправиться в город. Многочисленные кыргызы согласились и отправились в город Азерета, Карато. Исар оказался местностью, богатой табунами лошадей, а Кулоп понравился всем своей красотой. Выяснилось, что в Кундузе-Талкане проживает немало кыргызов. Кыргызы Манаса, кочуя по горам Самарканда, перегоняя табуны лошадей, привязывая по 1000 жеребят на каждого бая, привязав все копья, прогнав китайцев Алоке, Белин, разгромив народ Кызылбашев, тем самым порадовав соплеменников, поселившись рядом с Кушоем, будучи в связи с теитами и найманами, соприкасаясь с кипчаками, зимуя в Аиле Кара-Утока, имея больше кочевий, чем городов, объединенные своей величайшей победой, стали жить в свое удовольствие, совершая необходимые покупки в Балуке и Бадахшане. Глава 8. История Алмамбета. Во времена описываемых событий Китаем правил хан Исенкан. Среди его вельмож был и Сорандук, который долгое время оставался бездетным. Когда вельможе исполнилось 54 года, на его радость жена подарила ему сына. При его рождении случилось невиданное чудо. 70 дней и ночей непрерывно шел дождь, а затем произошло сильное землетрясение. «Что происходит?» – удивился наравне с другими Сорандук. «Видать, у меня непростой сын родился. Иначе изменилась бы так погода от рождения маленького ребенка. Посмотри, как из небес непрерывно днем и ночью хлещет дождь, как из ветра. Из-за этого многие места затопило наводнением. Как будто мало этого, на нашу голову свалилось землетрясение и пострадало немало народу. Возможно, все это имеет отношение к моему сыну. Как бы там ни было, пусть он будет счастливым, добросовестно послужит нашему народу. Я устрою пир. Не только к 60 годам улыбнулось счастье отцовства. Приглашу всех мудрецов, советников, старейшин, ученых на пир и попрошу дать сыну хорошее имя. Радостный Сорандук в честь рождения мальчика устроил большой пир и позвал туда весь народ. Он дал им горы мяса и озера рассола. Гости в волю наелись мяса, отведали масло, выпили кумыса и остались довольны гостеприимством хозяина. И тогда Сорандук попросил мудрецов и старейшин дать сыну подходящее имя. «Народ, — сказал он, — я долго был бездетным и очень печалился, что умру без наследника. Бог жалился надо мной и подарил мне ребенка, хорошенького мальчика. Соблюдая традиции, я созвал вас на пир. Надеюсь, все им довольны?» «Да, все прошло очень хорошо. Спасибо тебе за это», – зашумели окружающие. «Если вы довольны, я очень рад. Теперь дайте сыну хорошее имя», – попросил счастливый отец.
Гости наперебой стали предлагать различные имена, но ни одно предложение не удовлетворило ни народ, ни самого Сооронбука. Через 2 часа бурных споров и обсуждений все притихли. Не найдя для ребенка имя, все неловко замолчали. «Неужели сыну не дадут хорошее имя?» – печально подумал Сооронбук. В это время к нему подошел непонятно откуда взявшийся худощавый старик, дервиш, одетый в белый халат, белые шаровары и белую тюбетейку. Он был седобородым, светлолицым, рослым, держал в руке посох. На вид ему было лет 70-75. «Сынок, — сказал дервиш, — я дам имя твоему сыну». «Слушаю вас, отец, — надежды произнес Сооронбук. — Пусть имя твоего ребенка будет Алмамбет». «Что такое старик говорит?» – поразился Сооронбук. «Я собирался дать сыну китайское имя. Мы с женой до 7-го колена чистокровные китайцы. А этот дервиш предлагает кыргызское имя. Как я могу согласиться на это?» Немного подумав, разозленный Сооронбук передумал. «Нет, это имя произнесено вслух, — подумал он, — хотя оно кыргызское, но звучит очень благозвучно. К тому же никто из окружающих не высказывается против него. До сих пор они отвергали все предложенные имена. Значит, это имя им понравилось. Мне надо согласиться с ним». Встав с места, Сооронбук обратился к народу. «Пусть имя моего сына будет Алмамбет». «Мы согласны», – зашумели все и дали благословение новорожденному. Родители такого долгожданного ребенка, как Алмамбет, окружили во дворце любовью и заботой. Они обеспечили его всем необходимым. Когда Алмамбету исполнилось 6 лет, Сооронбук решил отдать его на учебу под названием «Волшебство шестиголового дракона». «Сыну 6 лет, — подумал он, — выполняя свой отцовский долг, я отдам его в самое лучшее учебное заведение в Китае. В нем сыновья ханов и знатных вельмож 6 лет обучаются всем профессиям, существующим в мире. Как я слышал, все его выпускники ничем не обделены. Я тоже буду учить сына там». На следующий день отец отвез сына в Бейжин. Проучившись там 6 лет, переняв от лучших ученых, колдунов, полководцев Китая различные премудрости, Алмамбет стал отменным специалистом во всех областях жизни. После окончания учебы отец снова привез его домой. «Сынок, — ласково произнес Сооронбук, — тебе исполнилось 12 лет. Ты окончил самое лучшее учебное заведение, где обучают государственным делам». «Да, отец, — улыбнулся Алмамбет, — во время учебы учителя научили меня всему, что знали». «Очень хорошо. В таком случае я передам тебе свою власть. Я постарел, поэтому отныне ты будешь править народом». «Нет, отец, — отрицательно покачал головой Алмамбет, — я еще очень молод, многого не знаю. Ты властвовал над народом десятки лет, поэтому продолжай управлять народом, а я буду находиться рядом с тобой и поучусь у тебя уму-разуму хотя бы в течение 3-4 лет. Только после этого я согласен стать ханом». «Нет, сынок, я полностью уверен, что ты справишься с ханством.
ты грамотный, умный, одаренный мальчик. Если у тебя возникнут какие-либо затруднения, скажи мне, я дам совет, как их решить. В таком случае я согласен, утвердительно кивнул головой Алмамбет. Получив благословение отца, мальчик стал править народом. Он был очень справедливым и мудрым, поэтому стал править не только подвластным Сооронбуку Таншаном, но и всем народом Какана. Алмамбет внимательно выслушивал приходящих к нему с жалобами соотечественников и старался справедливо решить их. Отличаясь от других ханов, он не стал решать проблемы народа, сидя в ханском дворце. Желая познакомиться с жизнью подданных поближе, Алмамбет стал разъезжать по всем подчиненным городам. В те времена у народов Китая существовал кровожадный обычай. Когда в город приезжал хан, местное население в обязательном порядке приносило в жертву человека. Обычно такая участь выпадала на долю пленных, но если их не было, выбирали кого-нибудь из горожан. Его отводили к хану и там предавали смерти. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.